Всем привет, дорогие друзья! У нас начинается праздничный уикенд. Празднуем мы середину лета. Мидсоммер в Швеции — это прям как Рождество, огромный праздник. Сегодня вроде бы как рабочий день, четверг, но на самом деле не рабочий, никто не работает, никто не учится уже, все на расслабоне, на чиле. Я сегодня с утра съездила к Ане в гости, посидели мы с ней, поели клубнику, попили чай. Сейчас вернулась домой, мы с Ярмо собираемся ехать покататься на мотоцикле, причем мы едем довольно далеко, мы будем на паромах даже передвигаться. До той точки нам ехать 2 часа и потом обратно. Ну, мы, естественно, будем с остановками, останавливаться где-то, отдыхать, обедать, кто-то будет пить вино, начинать праздновать праздник. Кто-то не будет ничего пить, будет просто возить меня из кафе в кафе. Поехали с нами? Я готова. Какая я вся беленькая, а Ярмо весь черненький. Lives high in soul and mind. It gives me something real and something to believe. Хотели здесь пообедать, приехали. Еще раз. Ну, не пообедать, а попить что-нибудь. Но тут все закрыто. В 14:30 уже закрылось. Мы вернулись домой. 10 минут, да, я посидела, пока мы ели быстренько. Посидела под солнцем, причем я старалась даже не смотреть на него. Покажи. Вот так. Рука красная, причем, что индекс был 5. Ну, 5, это такой себе индекс, под ним... Я под 10 загорала. Так, чувствительная. Чувствительная. Как я нежная. скажу, сенситивная. Сенситивная, да. Вот это да. Но это не такое, конечно, солнце, как дубайское. Это все уже завтра станет коричневым. Слушайте, лежу сейчас, смотрю сериал на канале Старт. Но я лежу с телефона, смотрю. Называется «Два холма». Я вообще не ожидала, что это будет такой классный сериал. Вот я не знаю, видели вы или нет. Обычно, когда смотришь комедию, ну, максимум ты улыбнешься. Ну, вроде бы как, да, остроумно. Улыбаешься где-то там внутри. Но здесь у меня улыбка не сходит, но это действительно так смешно. Я прям иногда смеюсь в голос. Потому что, когда рассказываю плот, вот сюжет своим знакомым, вообще, что происходит в этом сериале, мне уже самой смешно. То есть так классно они продумали какие-то мелочи, над которыми пошутить. И суть такая в этом сериале, что был какой-то вирус, который мутировал, убил почти всех мужчин на Земле, и теперь на Земле живут в основном только женщины. А выжившие мужчины, у которых был иммунитет, они, значит, там отдельно живут, их называют приматы, они реально такие, ну, знаете, как сейчас в основном.
А у женщин в их мире, у них вообще все так продвинуто. Там высокие технологии, нет зоопарков, все очень экологично. Там не убивают ни животных, ничего. То есть все прям, ну, пища вся на принтере напечатанном. Все они друг друга там подругами называют. Ну, знаете, все прям просто идеальный мир. Идеальный мир. И у них есть несколько мужчин, которые хранители семени, которые продолжают потомство там своими способами. Ну, в общем, все это настолько смешно сделано и так классно. Я, честно говоря, не знаю, какой бюджет у фильма, потому что декорации, либо это был зеленый экран, но такое ощущение, что действительно они находятся в каком-то будущем. Очень круто сделано. Прям я вам 100% рекомендую на старте сериал «Два холма». Лучше из российского я пока не видела, но я сейчас на 3-й серии. Это пока самое лучшее, что я видела, честно скажу. А кто у меня тут снова? Рядышком под бочочек пришел. Котеночек мой. Я думала, что Декстер будет рядом со мной здесь все время лежать, но оказалось, что это не Декстер. Декстер прибежал сразу. А Максюшечка, мой сладкий мальчик. Что происходит тут без меня, да, Декс? Ты мой сладкий, пушистый котик. Всем доброе утро. Сегодня у нас жаркий день. Я уже съездила, сейчас вернулась, позанималась в тренажерке. Съездила, докупила там кое-какие продукты, типа молоко закончилось. И еще вот такую вот игру. Это шведская игра. Не очень уверена. По-моему, это что-то типа городков. Надо почитать инструкцию и попробуем сегодня поиграть. А я сейчас хочу выйти к нам за дом, ближе к лесу, нарвать красивые цветы какие-нибудь. Так, я, наверное, не буду камеру брать, а то мне не это самое, рук не хватит. Да, цветы какие-нибудь красивые нарежу, чтобы украсить стол полевыми цветами. Как вам мой букет? Там столько божьих коровок, они друг на дружке спариваются. Я выбирала так, чтобы не потревожить еще божьих коровок. Ярма тут начал готовить пунш. Мы очень хитренько поступили. Кстати, вот вам тоже всем рекомендую, кто летние напитки какие-либо готовит. Вот это вообще замороженный сок. Также, ну-ка, Ярма. Он заморожен был просто в коробке. И также мы замораживали воду, вот в такой прям штуке большой. И вот здесь вот в коробке от молока у нас тоже вода. Чтобы это дольше таяло, дольше будет оставаться холодным вот этот вот напиток, который будет здесь. Классный лайфхак. Так, что, заливаешь теперь шампанским, да? Ой. Чтобы not to lose the bubbles. Он будет тоже сок, which is blended. Смесь сока там какой-то... Апельсиновый и... Это не blended. Blended? And grapefruit. Апельсиновый и грейпфрутовый. Когда ты так наклоняешь, мне все время кажется, что ты сейчас уронишь. Что-то мало, Ярма. Это много. Это растает и будет это пополняться. Ну ладно, вот такая идея. Первое блюдо, точнее, первая закуска у нас готовится. Начинаем с этого. Здесь у нас корзиночки со скагенрёре, но ее мы покупаем просто в магазине. А так это креветки, сметана с майонезом, соль, перец, укроп, лимон. Ну, в общем, там какой-то сложный рецепт. Я еще идеально не нашла, но в магазине идеально продается. Дальше сваренные яйца. Сейчас я их покрою сверху майонезом. И положим красную икру. Ну, вообще можно положить креветки сверху, это было бы по-шведски. Но у нас... Ярма, давай достань другую, это не та. Это не эту икру, другую достань. Ярма купил тут на выбор. Это какая, из чего это? Это из Дании. Давай русскую. Ну, так, пробуем первое яйцо. Так, по-моему, дырочку надо побольше сделать. Вот. Ну, да, вот так вот, примерно. И теперь выкладываю сюда красную икру.
Не так много? Нет? Ну ладно. Это для меня, значит. Готово. Красота. Не знаю, конечно, как майонез с красной икрой сочетается, но я люблю майонез и люблю красную икру, так что нормально. Дальше здесь готовлю такую закуску. Здесь у меня селедка, вообще по рецепту анчоус. Но у нас была селедка, я взяла селедку, яйцо, красный лук, укроп, зеленый лук. Все это сейчас смешаю и выложу на крекеры. Точнее, на финкрисп, вот эти вот ржаные крекеры. Готово. Теперь я делаю картофельный салат. У меня здесь уже картошка сваренная. Мне понадобится для этого каперсы, красный лук. Теперь готовлю соус. 2 столовые ложки винного уксуса, немного соли, черный перец, тоже немножко. 2 чайные ложки дижонской горчицы, 3 столовые ложки оливкового масла и 2 столовые ложки обычной воды. Так, почти картофельный салат почти готов. Я добавила петрушку и добавляю сюда соус. Я уже чувствую, как это будет вкусно. Обожаю картофель. Обед на двоих готов. Здесь у нас 2 пунша разных. Это типа космополитен, да? Да, космобол. Космопанч. Сосиски, салат офигенный получился. Ну, я думаю, что мы не проголодаемся. Нормально. У нас еще есть черничный пирог. Черничный крамбл в холодильнике, но это уже попозже. Да, здесь еще картошка вареная, конечно. Как это называется? На улице погода просто супер. Кстати, как вам мой букет? Я буду загораться. Загораться? Да. Давай, загорайся. Да, загорайся, да. Мы с Яром смеемся, мы тут стоим у стола, как будто бы, знаете, как этот буфет такой, когда все разговаривают и друг с другом ходят, разговаривают. Мингл, так, знаете, со всеми разговаривают. Я говорю, ну все, Яр, мы с тобой поговорили, иди с остальными поболтай, с друзьями нашими шведскими. Мы же говорим, мы пригласили сегодня всех наших шведских друзей. Как бы вот они все пришли. Сколько у нас друзей, столько вот они все здесь. Так много было. Ну как тебе, Яр, мы со всеми познакомился? Очень люблю всех. Да? Да, классные друзья. Классные друзья. Кстати, мой тренер сегодня вообще сказал, хотя он швед прям и родился, и у него родители здесь, он прям швед-швед. Он сказал, что он вообще не празднует Мидсомер, потому что... А что праздновать? Типа это просто экскьюз, чтобы выпить алкоголь. Вот. И у него вообще вся семья не празднует. Не то, чтобы он сам так решил, что вот никогда не будет праздновать, типа... Забуду свои корни. У него вся семья не празднует этот праздник и никогда не праздновал, так что он просто к этому не привык. Это очень странно. Конечно, большинство шведов, да, сейчас со всеми своими друзьями, с которыми они дружат со школы. Только так, по-моему, можно подружиться со шведом, просто ходить в одну школу. Вот, где-нибудь там на летних, на дачах едят примерно то же самое, что и мы, пьют. И будут они так тусить до того, как последний человек упадет. У нас тут вечер сидим после того, как днем в жару 28 градусов сегодня было. Мы пообливали друг друга водой.
И я звонил Анатолию. Ярма позвонил моему дедушке, сказал: Настя, сегодня мы говорим с твоим дедушкой. А ты сказал, не надо. Я сказал, сейчас нужно Ярма, когда звонить. я его обливала водой, убегал от меня, упал и, видимо, повредил руку, ну не знаю, на руку упал, у него теперь болит рука. Он тут со льдом ходил, потому что нечего играть в детские игры взрослым людям. Да? И Ярма меня обливал, и в итоге этим шлангом просто стоит, я пытаюсь убегать, а мне некуда убежать даже дальше. Он просто достает меня этой струей. Спокойно. И Спокойно. я в итоге уже чуть не расплакалась. Ну, сколько можно, да, вот так вот прям... Не плакала. Да я чуть не расплакалась. Да, не плакала, камон. Нет. Почти плакала. Почти плакала. Хорошо. Ну, у меня было очень хорошо. Да, вот так Да. вот мы провели сегодняшний самый длинный день. Но мы еще... А потом, после этого я звонил Анатолию. Да, после этого дедушке позвонили. Анатолий. И Анатолий, он крутой, он крутой. Ну, у меня дедушка вообще такой классный философ, и еще вообще все стихи знает наизусть. Он столько книг перечитал. С ним очень интересно разговаривать. Ну, Ярма половины не понимает, но все равно, но я-то понимаю. Это сложно мне. Да, дедушка у меня классный. Люблю Анатолия. Я тоже. Я люблю Анатолия. Пирожочек. А теперь у нас время десерта. Это черничный крамбл с ванильным соусом. Вкусняшечка. Всем привет. У нас сегодня такая жара. Я проснулась, съездила в магазин, купила все для окрошки. У нас тут везде окна открыты, двери, смотрите. Заходишь, а тут вот. Мосечка моя даже не хочет на улицу гулять, слишком жарко, да? Да, мой сладкий. Котеночек маленький. Любименький мой. Да. Такая вся растрепанная. Никуда сегодня мы не идем. В общем, сделала окрошку. Сейчас уже, конечно, не утро. Ем вторую чашку, сижу на улице. Что дома, что на улице. 30 градусов, но на улице больше ветерка, конечно. Я в тенечке. И похоже, что всю следующую неделю тоже будет такая жара, 27-28 градусов. Это очень необычно для Швеции. Максик пришел. Максик, это моя крошка. Котеночек мой, ложись рядом. Смотрите, как смешно он гуляет. Да. Ты мой хороший. Ложись рядышком со мной. Да. Котеночек, ложись. Мой зайчик, да, здесь хорошо, с ветерочком. Хороший зайчик. Да. Нежнюлечка моя. Небо голубое-голубое. Не облачко. Настоящее жаркое лето, да, Максюш? Всем доброе утро, друзья. У нас воскресенье. Сегодня у меня день уборки. После празднования. Сейчас я вам покажу весь масштаб. На самом деле, что я хочу сделать, я вот эти вот окна еще не помыла, и я их хочу сегодня помыть. И вот эти вот все тоже. И, возможно, даже на втором этаже. Но не буду я прям строить наполеоновские планы, посмотрю, хотя бы начну вот с этих вот окон. Также мне нужно убраться на кухне, посмотреть, что тут на столе творится. Как будто бы, не знаю, что тут размазывалась еда, как будто специально. Также вчера я, кстати, перегладила все белье, вот мне осталось убрать просто комплект постельного белья, там разные полотенчики убрать по местам. Вот. Одежду я уже убрала.
Всякие разные мелочи тут валяются. Это шишка, которую еще Декстер 100 лет принес, она все еще здесь лежит. Ну, диван вот весь такой, который нужно почистить от волос, на столе убрать, подушки взбить. У нас работает постоянно сейчас вентилятор, потому что на улице жара, просто 30 градусов, и вроде бы как всю неделю так будет. Вот, и здесь еще тоже обувь все убрать, которую нужно. Посмотрите, у нас здесь пусто, насколько жарко, что у нас нет никаких ни пиджачков, даже ничего. Здесь тоже все прибрать, что стоит, лежит. Купила мешки для пылесоса, оказались не те, большие слишком. Блин, ну вот эта вот штука большая не влезает. Потому что там не написано для вот этого, для Валеры, который у меня здесь стоит. Здесь не написано, какой мешок нужен. Я, в общем, просто подбираю методом тыка. Ах да, и еще я хочу помыть ванны. Планы у меня, так скажем, наполеоновские, потому что на улице сейчас будет очень жарко. Пока что у нас внутри 25 градусов, потому что солнышко не пришло сюда. Но когда оно придет, вот это вот будет 35 внутри. И в такую жару, конечно, довольно сложно вообще что-то делать. Хочется лежать и не двигаться. Но я попробую. Складываю сначала вещи, которые уже посушились, и достаю из сушильной машинки. I gotta take a minute to calm down. But I feel like if I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. I don't wanna feel like we're wasting time. Tell me, should I go and call up the taxi? Здесь у меня образовалась кучка, которую нужно будет погладить. Хорошо, я еще не убрала гладильную доску. И приступаю к мойке окон. Посмотрите, вот при открытии, что там внутри находится. Там какие-то мошки, жучки, паучки, паутинки, куколки, которые пауки создали. В общем, там просто целая фауна. Немножко страшноватенько. Но спасибо пароочистителю, кстати, у меня от Керхер. Выбирайте свой вариант. У меня самый простой пароочиститель, его хватает, ну, вот на все мои нужды. Единственное в нем неудобство, что мне приходится другой рукой держать кнопку. Вот видите, левой рукой я нажимаю на кнопку на самом корпусе. Удобнее, конечно, на более крупных машинах их кнопка находится на ручке. То есть одной рукой можно и управлять этим шлангом, и держать эту кнопку. Но, в принципе, разница не особенно большая. Так вот, кто-то мне когда-то написал, когда я показывала, как я мою окна, что Настя, глядя на ваше мытье окон, такое ощущение, что это хождение по мукам. И это просто стопроцентное попадание. Это идеальное описание моего процесса мытья окон. Дело в том, что у нас окна, я не знаю, сами стекла какие-то старого образца, что ли. Это просто невозможно помыть их без разводов. То есть, если какие-то новые стекла или зеркала даже, да, вот некоторые зеркала, вот в ванной у нас, например, я зеркало мою, оно оставляет разводы, его невозможно тоже без разводов вымыть. Потом другое зеркало я мою, икеевское, без всяких усилий, просто и нет разводов. Вот эти стекла относятся к тем, которые оставляют разводы. Они как будто каким-то жиром смазаны были. Ребят, я попробовала все. Сами окна мыть пароочистителем, сами стекла. Мыть обезжиривателем для посуды, вот тем средством, которым мы моем, 100 тряпочками. И, в общем-то, все равно столько хождений по мукам, и у меня все равно оставались какие-то разводы на стекле. И это так разочаровывало, вы знаете, пробуешь просто изо всех сил, и все равно эти разводы. Поэтому я решила, раз разводы будут все равно, в любом случае они одинаковые, я нашла идеальный для себя способ мытья этих окон и рам.
Вот, значит, пароочистителем я сначала мою рамы, протираю их отдельной тряпочкой, ну, смываю просто грязь, убираю этой тряпочкой. После этого я беру другую тряпочку, более чистую, потому что окна были грязные, я их на самом деле рамы не мыла никогда. Это впервые. И брызгаю средством для мытья окон, протираю, и сверху уже я беру специальную тряпку микрофибровую для стекол. Она такая почти сухая, может быть, слегка я чуть-чуть ее сбрызну средством для стекол и отполировываю. На моих стеклах это работает, насколько это возможно вообще работать. Я не показывала, естественно, как я мою все окна, потому что это одинаковый такой процесс, но я помыла все окна. И даже схватила окна на 2 этаже. В общем, я считаю, что я была героем. После этого всего, конечно, я была уже насквозь мокрая, моя пижама превратилась в мокрое полотенчико. Ну, невозможная жара. Ну, знаете, я такое ощущение, что адаптировалась к этой жаре и даже подпривыкла, и, в принципе, могу спокойно себе функционировать. После такой работы я решила наградить себя безалкогольным холодным шампанским. У меня вообще такое впервые. На самом деле, как оказалось потом, что шампанское, эта бутылка была какая-то испорченная. И в самом начале можно было даже видеть, что бутылка мутная, водичка в ней мутная. Хорошо, что у меня есть этот моющий пылесос, всю вот эту вот воду он очень быстро и легко собрал. Но вообще хотела с вами поделиться этим шампанским безалкогольным. Это мое любимое. И на лето сейчас очень классно. Оно действительно лучшее по вкусу, из которых я когда-либо пробовала, вот именно безалкогольных. После небольшого перерыва я приступаю к ванной комнате. У меня здесь есть такой известковый налет на кранах, и вы мне советовали почистить это, что это хорошо очищается уксусом. Поэтому я сейчас все обкладываю ватными дисками, наливаю немножко уксуса и оставлю все это полежать, поработать какое-то время, посмотрим, как все это очистится. Ну а пока уксус работает, я приступляю к мытью другой ванной, залила туалетным утенком унитаз и начинаю мыть душевую кабинку. Убираю все бутылочки, чтобы помыть сетку, я это не каждый раз делаю, но вот в этот раз пришло время. Мою ванную я экологичным средством, которое я заказывала. Честно говоря, было его не очень удобно покупать. Это датское средство Клар, поэтому я не буду снова это все заказывать. Это издалека едет. Я постараюсь пользоваться тем, что все-таки есть у нас в магазинах в ближайшей доступности. Ну, и это даже и экологичнее. Единственный критерий для меня — это чтобы не было запаха, потому что все вот эти вот Сиф и похожие средства, например, Аякс, они слишком сильно пахнут внутри душевой, мне хочется кашлять, чихать, и вообще это не подходит. Самая главная мочалочка, которую я мою, у меня сейчас это Greenway, я ее как-то показывала, она с одной стороны, у нее такие петельки, и они как раз очень хорошо удаляют весь налет с любым, в общем-то, средством. Для душа она работает, я ее потом просто забрасываю в стиральную машинку и все, как обычно, и сушу, пока она не испортилась от этого. Также мою ванную слегка, я это тоже делаю крайне редко, потому что мы вообще не принимаем ванную. Но действительно это происходит, ее иногда принимает Ярма, мой муж, но это происходит, наверное, раза 3 в год, вот прям максимум. Поэтому я просто ее протираю от пыли, так скажем, она совершенно чистая, мне даже вода не набирается никогда.
После этого я помыла унитаз и приступаю к раковинам. Давайте же посмотрим, как помог уксус. На самом деле уксус довольно хорошо справился с небольшим налетом, который был на поверхности, вот такие вот разводы, которые никуда не денутся. Но вот то, что было внутри, вот я сейчас до этого вытаскивала, вы видите, вот этот вот белый налет, такой уже более плотный, он никуда не делся. На другом кране вот его не было, поэтому... Здесь видно, насколько чисто получилось. Класс, ни одного развода. Может быть, для того более плотного налета нужно оставить на ночь, чтобы это так хорошенечко поработало. Конечно, там такой слой нормальный. Кстати, для мотивации на уборку я сейчас смотрю... У меня тоже, видите, на экране, на айфоне играет мотивация на уборку, чтобы... помогать мне в такую жару. Это было просто необходимо. Я сейчас просто подсела на видео Екатерины Гурьяновой, и для меня это работает. Я когда-то на нее была подписана, потом отписалась, и YouTube мне снова порекомендовал, я такая: о, надо убраться, раз работает, нужно смотреть, пока работает. И вот я прям подсела сейчас. То же самое, такую же уборку я проделала в остальных 2 ванных комнатах, но это я уже не стала записывать, чтобы быстрее это сделать, и приступила к кухне. Опустошаю посудомойку, загружаю ее новыми вещами. Посмотрите просто, сколько на острове вещей. Ну, конечно, я туда еще поставила цветы из подоконников, пока мыла окна, туда все это переставила, но в любом случае... На самом деле, я даже не ожидала, что у меня получится такой продуктивный день. Я между комнатами периодически отдыхала, садилась под вентилятор рядом с Ярмо на диванчик и охлаждалась, так отдышалась и пошла снова работать. У меня было довольно много энергии. Ярмо сидел, он просто таял, ему было сложно двигаться, но от такой жары. Он говорил: Настя, ты закончила? Я говорю: нет, Ярмо, смотри, еще сколько места. Видно, разве кажется, что я закончила? Он такой: как ты все это делаешь? В общем, он сидел, мной восхищался, говорит: так никто не умеет. Мне кажется, он еще чуть-чуть себя чувствовал виноватым, потому что он сидит на диване, а я тут в воскресенье бегаю. Все-таки не такая у него сильная нервная система, как я думала. Чувство чуть-чуть вины-то есть. Кстати, у кого есть чувство вины, если кто-то в доме работает, то... вам тоже надо, иначе кажется, что как будто вы бездельничаете. Я недавно поняла, что это все идет из детства. Как это было у меня в детстве? Мама начинает убираться, я сижу, смотрю телевизор, да, у меня чувства вины нет, я ни в чем не виновата, я просто сижу, смотрю телевизор. Мама такая: Настя, а что сидим, смотрим-то? Может быть, тебе что, делать нечего? Вон там сколько уборки, смотри, я убираю. И вот это вот со мной пришло во взрослую жизнь. Настолько это смешно, потому что доходит до того, что я чувствую себя несколько виноватой, когда муж приходит с работы, а я села на диван, например. Потому что в детстве, когда мама приходила с работы, а я ничего не делала, мама говорила: а что-то мы ничего не делаем. Вы понимаете, уже сколько лет прошло? Вот скажите, мне кажется, такое у всех, кто моего возраста было, потому что мамы были примерно одинаковые у всех. Ну, по крайней мере, мамины привычки были такие. Все мы говорили одинаково, что можно, что нельзя, как надо, и все в этом духе. Хотя, наверное, сейчас моя мама будет смотреть, скажет: ну вот опять Настя меня ругает. Я ничего не ругаю, у меня мама была классная, мы с ней вообще дружили, когда я была маленькая, с ней все время как с подружкой разговаривала. Но в любом случае вот такие вот вещи до сих пор, через столько лет, они со мной. Это просто смешно. Summer gets
glasses of Prosecco. The ocean is so warm, aching just to let go and fall into your arms. Fight against the warning, ignore my mama's words. See new auras forming like haloed hummingbirds. I love you, lost, and I do crazy things to make us work. I love you, lost, and I do crazy things to make us work. Все, я прибрала. Дышать сразу стало легче. Вроде бы ничего особенного не сделала. На диване тоже, ну, сколько смогла, прибрала, потому что он занят. Здесь у нас на ресайклинг. Я теперь, кстати, определила ресайклинг. Теперь буду выносить сразу. Вот накопилось. И это по дороге в тренажерку, например, просто забросим на станцию. Все, не буду больше собирать кучами в гараже. Здесь тоже прибрала. Еще даже погладила несколько вещей. Я мокрая насквозь просто, потому что жара невозможная. 30 градусов внутри, 30 с чем-то было на террасе у нас на солнце. Я пошла в душ. И хочу вам сказать спасибо, ребята, что вы меня смотрели, что были со мной. Если еще не подписаны, проверьте, подпишитесь, поставьте лайк. И я увижусь с вами уже очень скоро. И, кстати, в следующий раз я уже буду собираться в путешествие. Мы едем кое-куда с девочками. Но это вы уже узнаете в следующий раз. Пока-пока.